Всем привет, и в этом видео мы поговорим про CloudBot, теперь это MoldBot, его переименовали. В общем, возможно, вы уже слышали, что это такой персональный и-ассистент, и агент внутри вашего компьютера, который запоминает контекст. Он может сам напомнить вам о чем-то, он помнит все, о чем вы с ним общаетесь, все это хранится именно на вашем компьютере. Эта штука, так скажем, локально живет у вас, имеет доступ к операционной системе компьютера, может им управлять, может зайти в браузер, вы можете поставить ему какие-нибудь задачи. Это, возможно, не совсем безопасно звучит, но штука крутая. Поэтому в этом ролике вы сможете сделать как я. Просто вот я отдельно поставил его на ноутбук, он у меня там работает, и я еще общаюсь с ним через Telegram. Вы сможете сделать так же, просто посмотрите этот ролик. Также дополнительно в моем телеграм-канале есть PDF-гайд, где есть все необходимое для того, чтобы установить CloudBot максимально простым способом. Хотя, возможно, вам покажется этот способ сейчас, то, что вы видите, не очень простой, но будьте уверены, это просто. Делайте просто по шагам, как у меня, и это действительно самый простой способ. Ну, либо экспериментируйте, и тогда на своем опыте, я думаю, станет более понятно. В общем, поехали смотреть этого CloudBot, очень крутая штука. Итак, идем далее. Значит, смотрите, у меня в телеграм-канале под этим постом с этим видео будет файлик гайд по самой простой установке для новичков на любой ПК этого CloudBot. И здесь, значит, вот вы откроете, увидите его. Значит, для начала вам нужно будет подготовить вообще свой компьютер к тому, чтобы этот CloudBot установить. Здесь все расписано по шагам. Также сейчас в видеоролике я вам все продемонстрирую. Вы возьмете, просто повторите этот путь полностью от и до, как здесь все написано, и вот эти ссылочки, что устанавливать, куда нажимать, и у вас все будет работать точно так же, отлично, и сможете прекрасно этим пользоваться и далее там использовать в своих различных целях, там, не знаю, какие у вас задачи и какие планы вообще на этого бота. В общем, вот такой вот гайдик. Поэтому начинайте вот сразу с первой страницы, устанавливайте все вот по порядку, и потом переходите, просто делайте каждое действие так вот вниз по порядку. И все делайте, все, что вот написано на скринах, у вас все ждет то же самое. Ладно, а теперь поехали, посмотрим видео, то, как вообще это происходит, и как в итоге устанавливается CloudBot. В видео, значит, будет пропущен вот этот шаг, то есть вот установить ноду, установить гид, warp также. Если вы там не знаете, что это, можете погуглить и просветиться в этом плане. В общем, обязательно ставим вот это все, и потом начинаем вот с этой страницы, где уже начинается установка самого CloudBot. Итак, в самом начале давайте подготовим бота в Telegram для того, чтобы подключить его к CloudBot. Для этого просто воспользуйтесь бот-фазером, заходите в него в своем Телеграме, и здесь вот вы можете видеть, что есть различные команды. Нажимаете Start, потом нажимаете New Bot. Здесь вы пишете имя своего бота, то, как он будет называться. Я назвал его вот так. Далее, значит, вы пишете его ник, по которому он будет определяться в телеге, и там нижний слэш обязательно в конце поставьте и напишите бот. После этого все, ваш бот в Telegram создан и подготовлен, вы получаете API токен, и все. Теперь просто можно тут загрузить ему аватарку там и так далее. Вы сейчас просто подготовились к тому, чтобы подключать его в свою нейронку CloudBot. Здесь вы можете там внутри бота выбрать ему какую-нибудь аватарку. Я, например, уже подготовил тут для него фоточку, которую сделал недавно. Вот этот вот крабик, он будет потом появляться при работе этого бота в телеге. Сохраняем это все, и все. Это нам сейчас больше не нужно. Теперь мы идем устанавливать CloudBot. Поехали. Итак, вы установили гид, вы установили warp, вы установили ноду, и теперь переходим к запуску варпа. Можете запустить его от имени администратора, возможно, будет меньше проблем у вас при установке. Можно и просто его запустить, возможно, так тоже сработает. Вот, но лучше делайте так, как вы видите в инструкции, и так, как сейчас представлено в ролике. Запускайте warp, загружается он, в общем, откроется перед вами такое окошко. Здесь вы увидите то, что стартует Windows PowerShell.
После этого вы можете здесь вот открыть дополнительно Windows PowerShell, убедиться, что он у вас именно открыт. Если там что-то здесь будет, в общем, чтобы пустая строка была. Все, ждете. Обычно это быстрее. Здесь просто была запись. Все, далее теперь вы заходите в CloudBot официальный сайт, он есть в гайде, и там прямо на главной странице написано так скажем, самая простая команда для того, чтобы начать его устанавливать. Вот она здесь. Выбираете Windows PowerShell, просто копируете и вставляете сюда в Warp. Все. Нажимаете Enter. Все, пошла загрузка. А теперь все, нужно просто дождаться, когда он установится. Это может занимать до 10-15 минут. Но если у вас там совсем плохой интернет, очень слабый компьютер, возможно и дольше. Но в целом около 10-15 минут. Все, и перед вами вот такое вот окно будет. Это значит, CloudBot уже установился и начинается анбординг. Далее здесь, значит, идем по кнопочкам. Вам предлагают принять риски, которые связаны с этим интересным ботом. В общем, принимаем их, либо продолжения не будет. Далее идем простым путем, жмем Quick Start. Далее выбираем Queen модель. Также здесь выбираем Queen аутентификацию. И после этого у вас будет ссылка, либо окно откроется само, либо сейчас в командной строке вы увидите ссылку на подключение Queen. Просто перейдете по ней и подключитесь через свой Google аккаунт. Это бесплатно, никакие подписки здесь не нужны. Вот видите, появилась ссылочка. Вы можете, бывает она автоматически может открыться у вас в браузере, либо вы просто можете кликнуть по ней мышкой, и в целом перед вами откроется окно QueenAI. Это самый, я так вам скажу, быстрый, оптимальный способ. Вам даже не нужно будет куда-то там заходить, искать API-ключи. Просто произойдет все автоматом. Вот так вот окошко открываете. Здесь у вас там будет вход под вашим Google аккаунтом. Здесь я вот уже вошел. Все. Подключились. Далее после этого можете переходить обратно в Warp. Здесь выбираете первую модель. Здесь, значит, мы уже начинаем подключать Telegram. Есть и другие мессенджеры, но мы будем Telegram подключать. Заходим, значит, в телегу свою, там, где мы создавали бота, и у нас есть уже, естественно, его API-ключ. То есть мы уже это дело подготовили в самом начале ролика. Копируем, значит, API-ключ бота, заходим обратно в командную строку, выбираем Telegram, здесь мы вставляем наш токен, все вставили, здесь мы подтверждаем, нажимаем Yes, вы можете, конечно, нажать No, но нежелательно. Здесь выбираем NPM, здесь мы просто все это скипаем, нажимаем Enter пробел, здесь мы нажимаем No, у нас нет API ключей к там Google, вот к этим вещам, все это мы выбираем No, далее мы тут тоже все скипаем. И все, пошла дальше вот у нас установка. И здесь шлюз запускается. И вот такое вот вы увидите окошко. CloudBot начинает запуск в свой дашборд. Это может занять какое-то время. Перед вами откроется сначала адрес и будет написано «Страница не найдена». Но ничего страшного, просто смотрите вот в это окошко, видите, здесь начинает подгружаться. И сейчас, когда соединение будет установлено, вы сможете просто обновить окно, и перед вами откроется дашборд CloudBot. И в целом вы уже на финишной прямой, можно сказать. Все, далее можно просто обновить страницу. Заходим, все, вот видите, перед нами CloudBot, открылся чат, но мы не торопимся, мы сейчас, значит, должны подключить Telegram. Заходим в каналы, там, значит, у нас будет в самом начале сразу же Telegram, листаем вот здесь вот вниз, здесь вот Telegram токен уже подключен. И дальше заходим в наш Telegram бот.
Нажимаем старт. Видите, он нам выдал вот ID. Нам сейчас нужно вот этот вот Telegram ID просто прикрепить в нашем дашборде, и все. Вы ID свой скопировали, заходите в Channels, листаете и просто добавляете его вот здесь вот в Hello From. Здесь вставляете. Все, готово. Только теперь вам нужно пролистать все это вниз и сохранить все эти настройки. И после этого вам все это нужно будет закрыть и перезапустить, так скажем, заново. Все, вы сохранили. Теперь все это можно закрывать. Абсолютно все. Можете закрывать дашборд, можете закрывать Warp, все строки. Вот, да, все это, в общем, закрываем. Все, заходим, значит, заново в Warp, запускаем его от имени администратора. Сейчас он загрузится. Здесь вот вы подготовили уже телегу. Открываем здесь новую вкладку Windows PowerShell. Ждем, когда он стартанет. И после этого пишем команду. Терминал вам также поможет. Не, так скажем, не допишет ее за вас. CloudBot Onboard нажимаем. И сейчас перед вами появится уже знакомое окно. И просто пройдем очень быстро. Проскипаем, можно сказать, все эти настройки, которые вы выбрали. Здесь подтверждаем, здесь Quick Start, то есть все просто, даже ничего выбирать не надо. Здесь вот Coin. Опять быстренько проходим подключение. Все, видите, автоматически страничка включилась. Здесь нажимаем кнопочку. Все, мы подключились. Здесь выбираем первое, далее Telegram, и вот здесь нажимаем уже Setting. Здесь вот видите уже циферки сами, все, ID подгрузился. Если его нет, вставляете. Далее просто yes, скипаете все это. И все, здесь также все no. Здесь скипаем. И здесь просто нажимаем Restart. Все, после этого уже полностью полноценный сейчас CloudBot вместе с привязкой к Telegram боту загрузится, и вы сможете общаться с ним через свой Telegram. Можете там дать ему имя, можете вообще узнать, что он может, попросить список команд и так далее. Все, здесь перед вами, значит, страница там недоступна, но это нормально, вы уже знаете об этом. Ждете просто, когда все погрузится здесь в командной строке, и после можно обновить страницу, дашборд откроется. Все, обновляем. Все, перед нами открылся CloudBot. И все. Здесь вот пишите ему там привет. Вот он уже пишет, что он только что проснулся. И также сразу в Телеграме напрямую сразу ему пишите привет, проверяем, работает ли все, что мы настроили или нет. Пишем привет, видим, что он печатает нам, то есть как человек в ответ там что-то печатает, набирает. И сейчас он ответит нам прямо в Телеграме. То есть вы можете полноценно с ним взаимодействовать через Telegram. Все, здесь можете там, не знаю, смайлики ему наслать, там, написать ему какое-нибудь сообщение. Вот также здесь, видите, он просит рассказать о себе, как тебя зовут, и так далее, то есть познакомиться. Поскольку он становится вашим неким персональным AI-агентом, который живет только на вашем компьютере, вот вы можете настроить его как бы полностью под себя. Вот он абсолютно запоминает все данные хранятся у вас на компьютере, то есть он все будет помнить. Все, вот пишем ему такую штуку, и тут вот я ему поставил такую аватарку.
закинул сразу удобно в папочку. Вот и сейчас скину ему вот эту фотографию его самого и спрошу вообще, что он вообще о ней думает. Кидай ему фотку, пишу, это ты в курсе? И вот он отвечает. Вот такой вот живой клаудбот. Выглядит это, конечно, супер, даже просто там на таком этапе. Но тот широкий функционал того, что можно с этим делать, это, конечно, не поместить в одном ролике, сегодня рассказать. На этом все, установка клаудбота завершена. Успехов вам также. Переходите в телеграм-канал вот за этим гайдом, который подробно, здесь все подробно сделано, по сути все то же самое, что видели в видеоролике, но возможно вам будет проще открыть этот файл, разместить его там у себя на рабочем столе и просто по порядку все сделать. Ну и также, конечно, вам обязательно понадобится первая страница со всем софтом, который вам нужен для клаудбота. На этом все. До новых встреч. Пока.